Здравствуйте, дорогие друзья! Все чаще пользователи наших тату-машинок задаются вопросом, как самостоятельно установить RCA-адаптер, чтобы пользоваться клипкордами с выходом RCA. Сейчас мы вам покажем и расскажем, как сделать это правильно и без последствий. Первым делом нам нужно будет на самой машинке удалить вот эту вот шайбу в виде звезды Борнео, как элемент сборки. Но важно учесть последовательность установки шайб, потому что в процессе разбора можно случайно, допустим, вот они сейчас у нас лежат вот таким вот сэндвичем. То есть самая большая шайба снизу, которая прилегает непосредственно к пружине. Далее идет круглая шайба и идет зубчатая шайба. Соответственно, мы убираем только нижнюю шайбу, которая в виде звезды. Но мы ее не выбрасываем. Роль этой шайбы будет выполнять непосредственно сам RCA-адаптер. Соответственно, мы к этому сэндвичу добавляем RCA-адаптер и устанавливаем его. Хочу обратить внимание, в зависимости от типа рам, дальнейшую клемму от самого RCA-адаптера нужно будет подсоединить к одной из двух стоек. В данном случае к нижней стойке, поскольку к ней идет как раз-таки провод с клеммой, который питает уже непосредственно сами катушки, нашу спайку. Вот. В плане косметической установки, чтобы провод не торчал или как это более или менее был прижат, это все, скажем так, в ваших силах. Провод гибкий, сам элемент самой клеммы, он из меди, его можно погнуть при необходимости в любую позу. То есть медь-металл эластичный, можно придать любую форму, и это не надломится, чтобы вы знали. Но опять же в пределах разумного. В данном случае у нас есть отверстие в раме, соответственно, мы предварительно проведем вот сюда данную клемму и затем уже будем устанавливать наш RCA-адаптер. Предварительно все это дело наживив на раму, оставляем расстояние для установки уже байка с пружиной. Сейчас же нам нужно будет раскрутить вот эту нижнюю стойку, которая идет непосредственно клемма от катушек, поскольку нам эту клемму нужно будет соединить в одном месте. Берем торкс. И теперь нам нужно будет сейчас аккуратно подогнать эту клемму к вот этой клемме, чтобы они у нас легли параллельно. И через них можно было пропустить болт. Все. Клемма у нас на месте. Соответственно, проводок мы можем уже подвинуть как нам удобно, потому что пока у нас еще ничего не затянуто, свободно подвигаем его, чтобы он нигде у нас не торчал. Далее вставляем уже изолирующий вошер и наживляем стойку. Выставляем положение стойки для крепления непосредственно самого клипкорда. В этом может помочь надкусанная игла, то есть просто штанга от самой иглы, вот такая вот, для того, чтобы нам выставить параллельно стойки друг к другу. Все, мы зафиксировали, и теперь затягиваем. Все. То есть у нас сохраняется также подключение к классическим клипкордам при данной установке. Вот. Далее что? Нам теперь остается установить пружину с байком.
и, соответственно, провести настройку самой машинки. В зависимости от того, какая машинка, у нас есть уже несколько видео, которые, скажем так, показывают, как правильно настроить машинку, ту или иную. Вот, соответственно, всю информацию можно получить там. А по поводу установки РЦА, если, допустим, вам удобнее, чтобы он вот сюда смотрел, пожалуйста, ради бога. Если вам удобно, чтобы он был непосредственно продолжением машинки, пожалуйста. Как это вам удобно, можете также установить. Итак, проверяем сначала классический клипкорд, чтобы у нас все работало. И проверяем РЦА. Все работает. По поводу, допустим, вот такой рамы. Да? Здесь у нас стойка находится снизу. Повторю, что данный элемент самой клеммы можно погнуть в любую сторону. Соответственно, он будет здесь под прямым углом. Загибаем спокойно, прячем, аккуратно прокладываем провод, чтобы он, скажем, нигде не торчал, нигде не мешал. Все, пока раскручено, можно повернуть в удобную позу, в удобное положение, чтобы это было эстетически красиво и чтобы технически вам никак это не мешало. Пожалуйста,